Добрый день. Так случилось, что 5 лет назад я погрузился в тему яхтенного автопилота. Делали некоторую конструкцию, потом проект по разным обстоятельствам был приостановлен. Сейчас посмотрели на достигнутые результаты и решили, что надо продолжить. Видеоматериалы не супер, есть фотографии, но тем не менее, именно потому что есть интересные результаты, мы представляем на ваш суд этот ролик. Итак, все началось с того, что известный в Питере, широко известный в узких крудах яхтсмен из Питера, владелец яхты «Арфа», купил себе механизм от компании Джеффа Стеринг, рулевой механизм, купил к нему автопилот, поставил все это дело, и оно работало. Даже пару сезонов работало. Потом отказало. Стал смотреть, в чем дело. Механика в порядке, актуатор работает, электроника не работает. В общем, там всего-навсего отказал порт I2C на микроконтроллере, как оказалось. Но микроконтроллер залит компаундом, перепрошить его нечем, разобрать невозможно. Короче, не ремонтопригодно. Созвонились, списались с компанией Джеффа Стеринг. Ответ – нет, ничем помочь не можем. Ни по гарантии, ни за деньги, никак. Нет у нас больше этого автопилота. Ну окей, что делать? Хотелось, чтобы все-таки на яхте был автопилот, и решили сделать свой. Вообще-то говоря, решили сделать свой. Это целых 3 разных платы. Одна плата – это, собственно, плата управления мотором, механизмом, который поворачивает румпель. Вторая плата – это, собственно, основной навигационный блок. Это компас электронный. Просто электронный компас не очень интересно, не очень хорошо будет работать. Сразу поставили инерциальную систему, акселерометр, гироскоп. И дисплей, на котором есть кнопочки, можно этим поуправлять. И что вот из этого получилось? В лабораторных условиях была создана достаточно примитивная из палки и веревки буквально установка, которой можно было проверить, какое реальное усилие дает актуатор. Собственно, вот здесь вот видны весы, рычаг обратный, все нормально, все работает. Центральный модуль был сделан на плате от предыдущего проекта на процессоре STM32F7. Дисплей тоже использовался уже около 10 лет в разных проектах. Тем не менее, вот на экране испытание того, как работают датчики положения. Рабочий стол. Это уже в Питере, около яхты. Для пульта владелец яхты, решил выточить прямо вот из целого куска алюминия коробку. Выточил, сделал. Вот она на экране. И вот весь комплект, который мы собрали, проверили и отвезли на яхту. Конечно, в трюме небольшой яхты установить это непросто, но тем не менее все установлено. И вот оно уже испытываем. Конечно же, когда поставили аппаратуру на реальную лодку с реальным механизмом и с реальной поворачиваемостью, как лодка слушается руля, пришлось немножечко понастраивать это все дело. Какие-то ошибки, конечно, были, но, в общем, за 2 дня справились. На боковом ветре лодка идет очень устойчиво, но этот ветер не сильный. Видно, как она спокойно управляется, рулится самостоятельно. Владелец яхты, вы видите на экране, очень доволен результатом. Но, к сожалению, испытать нам это удалось всего 2 раза в реальных условиях. Первый раз был не сильный ветер, порядка, 2-3 узлов, небольшое волнение. На видео. Я вешаю кранцы, а лодка. Второе испытание делали на попутной волне. Под мотором. Тем хуже ситуация, потому что мы можем поднимать и опускать скорость яхты, и тем самым осложняя работу автопилота. Волна довольно большая, лодка раскачивается. На картинке, в общем-то, видно, что лодку кидает почти до 30 градусов. Это версия автопилота, предел крена 30 градусов, больше
автопилот в этой версии не работает. Тем не менее, как оказалось, мы собрали совершенно полноценную работающую конструкцию, которая вполне себе правильно рулит лодкой на попутных курсах. Главный вывод этих испытаний просто на магнитном компасе лодка рулится плохо, можно сказать, не рулится, но если к нему добавляется полноценная инерциальная навигация с фильтрами Kalman и так далее, то рулится очень даже здорово на попутных курсах в том числе. То есть этот авторулевой нормально отрабатывает попутную волну, корму забрасывает, корму кидает, лодка пытается повернуться, однако автопилот справляется и держит вполне себе прямую линию. Кстати говоря, мы записали треки. Треки вот здесь приведены. Ну, здесь короткие участки, где-то приблизительно метров по 500 по километру. Вот, тем не менее, видно, что линия совершенно прямая, даже по GPS-треку. Да, покачивает лодку, но автопилот рулит уверенно, тем не менее. Вот. Я, кстати, специально снизил обороты мотора. Осторожно, только за борт не надо, это самое. Снизил обороты мотора для того, чтобы автопилоту было труднее рулить. Но он, тем не менее, выдерживает курс с высокой точностью. Ну, буквально до нескольких градусов ошибка. Хотя корму забрасывает большие волны периодически. Отклонение носа значительное, но вот рулит. Под парусами, кстати, лодка еще стабильнее пойдет. Сейчас мы идем под мотором, еще на малых оборотах, на такой волне. Я очень доволен. Это реально функциональная система.